Ну, откройте мне. Уехал. Ну, ничего. Доброе утро, друзья! С вами Орел и Решка, перезагрузка. И мы прилетели в новый город, в Новый Орлеан. Город-праздник, город хорошее настроение, город-карнавал. Тебе бы лишь бы карнавалиться, да лишь бы вот веселиться тебе, да, Настя? Да. А у тебя что, ты не с той ноги, что ли, встал? Нет, Настя, просто за последние 9 городов золотая карта всего лишь 2 раза была у меня, 2 раза, понимаешь? И 7 раз, вот 7 у тебя. Обалдеть! И это несправедливо, Настя, понимаешь? Меня так вообще все устраивает, и я была бы не против сделать это постоянной традицией, поэтому подбрасывай. Грустный орел. Счастливая Решка. Привет, Новый Орлеан! Всегда так волнительно. Пришел праздник! Пришел праздник и на мою улицу! Держи! Наконец-то! Боженька, спасибо тебе! О, держи, пацан, держи тебе 20 баксов, и тебе 20 баксов. Пошла жара! Hello. How are you? Great. Новый Орлеан всегда джазовый, всегда красочный, таинственный и вкусный. Но самый особенный он раз в году, во время карнавала Марди-Гра. Тогда все краски становятся ярче в 100 раз. Музыка выворачивается на максимум. И город заполняет один большой праздник. Мы не могли такое пропустить. Перезагрузка мощнейше врывается на карнавал Марди-Гра. Ну что, фестиваль начинается, и мое первое развлечение – автобус. Он такой же, как и 6 лет назад. Но проезд даже стал дешевле на 50 центов. Всего $1,5. У меня так давно этого не было. Я даже немного растерялся, забыл алгоритм действий. Да что там алгоритм действий? Я забыл, как ты выглядишь. Я так рад, что мы снова вместе. Зажжем. Весь уикенд со мной будет Chrysler 300S. Будем честными, это не люксовая машина, а добротный американский середняк. Все Lamborghini и Ferrari разобрали еще за несколько месяцев до Марди-Гра. Но мне, после 7 городов на автобусах и пешком, это шик, блеск и красота. Звоните пожарным. Тачка, огонь! Ну что, погнали зажигать! Знаете, вот такое настроение, хочется просто вести, улыбаться, и чтобы потом вот там вот на записи подложили какую-то веселую музычку. Я просто подпевал. Я, может, всю жизнь мечтал Новый Орлеан увидеть. И что я теперь вижу? Пробки, сирены слышу. Я хочу слышать джаз, а не сирены. В самом-то деле издеваются, сволочи. Может, я зря взял машину? С другой стороны, мне что брать? Такси, что ли? Такси, понял?
Новый Орлеан неожиданно удивляет. Будто не в Америку попал, а в маленькую французскую провинцию. Все домики из дерева, все совершенно разных цветов, колонны, классные веранды. Это не случайно. Раньше Новый Орлеан был французской колонией, и в таких домиках жили богатые французы, которые сколотили состояние на работорговле. Каждый дом уникален. Хочется сфотографировать и поставить в рамочку дома. Французский квартал – это идеальные декорации для карнавала Марди-Гра. Сейчас в этих мимимишных домиках живут обычные американцы. Но во время фестиваля хозяева съезжают и заселяют квартирантов. За столько! Столько! А бывает даже за столько тысяч долларов. Стоит только зайти во французский квартал, сразу попадаешь в водоворот карнавала. Улицы похожи на цирковое шоу. Здесь не нужно быть изысканным. Чем ты ярче, чем попугаистее и несуразнее, тем ты круче. Ну вот, смотрите, человек-креветка. А вот стая немолодых голубей. Зебра в рокерской куртке. И даже сам дьявол. И все как новогодние елки, увешанные традиционными карнавальными бусами. Это невероятно, но такая клоунада в Новом Орлеане длится аж целых 40 дней. Карнавал Марди-Гра – это грандиозное празднование прихода весны и начала Великого Поста. Ну, что-то вроде нашей Масленицы. Время карнавала – это золотое время для города. За эти 40 дней приезжают 500 000 туристов, которые оставляют здесь $1 миллиард. За это приезжим здесь утром, днем, вечером устраивают невероятные шествия, красочные представления и просто веселые попойки. А заканчивается вся эта вакханалия фееричным парадом. Если приехал в Новый Орлеан на Марди-Гра, нужно сразу же, сломя голову, искать себе жилье. А это еще та задача. Цены поднимают в разы. Но свободных мест все равно нет. На табличке написано «нет мест». На официальном сайте Марди-Гра предупреждают, что бронировать жилье нужно за полгода, в августе. Иначе рискуете ночевать на улице. О, вот еще один хостел. Надеюсь, здесь для меня местечко найдется. Ну, мадам Изабель, не подведи. Hello, how are you? Thank you. Anastasia, nice to meet you. I need a bed, one bed. How much? One bed available, and the price tonight is 59 because it's Mardi Gras. Вы что, обалдели здесь все? 60 баксов за койку в обычном хостеле? Ну, я полагаю, что выбора у меня нет. Жить-то где-то надо. И это, в принципе, единственный хостел, в котором есть свободные кровати. Окей, I take it. Да уж, такие сумасшедшие цены рассчитаны только на таких дурех, как я, которые опомнились в последний момент. Да. Больше половины моего бюджета, конечно. Ну, что поделать? You can choose. Утешительный приз за грабеж. Тебе бесплатно дают карнавальную маску. Ну, спасибочки.
Итак, мадам и месье, представляем вам койку в 8-местном номере на 2-м ярусе за $60. Да. Ну ладно, за такие деньги буду делать вид, что мне все здесь нравится. Посмотрите, как необычно все сделано под старинные домики. Столик, не, ну это вот за это просто жирный лайк. Шкафчики, все для личных вещей. О, камин. Только он по каким-то причинам не открывается, да и бог ты с ним. Серьезно? Смотрите. Это духовка. Я как раз смогу печь свои пироги. У меня как раз столько рецептов от маман накопилось. Очень все колоритненько, и я могу определенно сказать, что мне здесь нравится. Да кого я обманываю? Эта койка в хостеле превратила меня в нищеброда с $35 в кармане. Все дорогие отели во время Марди-Гра тоже забиты под завязку. Но удача улыбнулась мне. Кто-то отменил свою бронь, и появился свободный премиум люкс в отеле Old номер 77. Что-то какая-то ошибка, наверное. Что за приколы, ребят? У меня на фотках он выглядел по-другому. Вот что я бронировал на сайте. А вот что получил. Заметили разницу? Ни одного окна. Ребята, за $450 здесь впаривают какую-то тесную конуру, похожую на бункер. С мебелью, как дома у старого дедушки, мятым халатом и с вкусняшками, за которые еще нужно платить отдельно. Да не, ну это ерунда какая-то, честно. Hi, it's Anthony from room 458. Okay. I can find a window in my room, and it's like totally different from the picture on the site where I made the booking. Yes, the picture isn't the same as what room you'll get. It's just a stock photo. Yeah, listen, I have money, yeah? I can book any room at your hotel. We don't have any more rooms tonight. Come on, please. Maybe you can search for another room. Maybe you have some like. We're completely booked. This is Mardi Gras, so we're completely booked, sir. It's our busiest season. What I can do, I can give you 2 free drink tokens at the bar. Are you kidding? 2 drinks in the bar and a free pizza. I'm sorry, sir. We don't have pizza. Я буду жаловаться. Главное веселье в городе проходит вечером, поэтому днем я решил отправиться на самое экстремальное развлечение в Новом Орлеане – в тур по болотам с аллигаторами. Моя любимая часть. Туристы рассаживаются по группам, а у меня своя частная лодка. Hi. Для того, чтобы ездить по болотам, нужен специальный транспорт. Вот такая вот лодка с пропеллером. У аэролодки плоское дно, чтобы проходить по мелководью. А пропеллер сверху, а не под водой, чтобы не наматывать болотные водоросли и аллигаторов. А еще эта лодка шушит как 500 Карлсонов. Но зато лодка Карлсон несется с такой скоростью, что реально кажется, вот еще чуть-чуть и взлетим. Вот оно, одно из самых опасных и мистических мест Америки. Кипарисовые болота Луизианы.
Здесь все как будто в фильмах с привидениями. Над водой кипарисы, с которых свисают клочья испанского мха. А под водой царство огромных, прожорливых аллигаторов. И сейчас мы на свой страх и риск отправляемся к ним в гости. Эти зубастые твари вырастают до 4 метров и могут запросто сожрать оленя. Ну или тебя, если окажешься на месте оленя. Так что руки в воду не суй. По этим болотам не нужно долго ездить, чтобы увидеть аллигатора. Смотри, 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 ничего себе! Это же капец! Увидеть аллигатора в его природной среде обитания, не в бассейне где-нибудь, не в зоопарке, это нереально. А вон еще один, смотри, еще один маленький. Мой гид знает каждого аллигатора чуть ли не по имени. Это малыш Джимми. Почти всех его братьев и сестер съел его отец по имени Бугай. А вот и сам Бугай. Ему 40 лет, и на его счету парочка бездомных собак. Офигеть! Я нахожусь с него вот реально, тут 3 метра. Come get him! Эй, стоп! Я невкусный, камон! Когда эти зверюки с голодными глазами на тебя так смотрят, страшно ужас. Парень, да не трясись ты, как форточка на ветру. Сейчас прохладно, и аллигаторы вялые и ленивые. Вон, видишь, повылазили на солнышко погреться. А вот летом, бро, они бодрые и агрессивные. Марди-Гра – это круглосуточная череда парадов и тусовок. И бедному туристу ничего не остается, как просто следить за расписанием мероприятий и перемещаться от одной гулянки к другой. Итак, днем ты идешь на гулянку на берегу Миссисипи, которую организовало сообщество темнокожих Зулу. Всем привет! С вами Настюшка Опасности. Я веду прямой репортаж с места событий, а именно с парада темнокожих. Небольшое углубление в историю. Однажды темнокожим стало обидно, что у них нет своего парада. И правильно, они сделали свой. Когда ты замерз, идешь греться в толпу на вечерний парад, который проходит во французском квартале. Если у тебя золотая карта, глупо просто смотреть на парад со стороны. Тут можно самому стать его частью. Для этого нужно найти тех, кто их организовывает. Парадами в Новом Орлеане занимаются особые братства. Это клубы обеспеченных людей, которые любят участвовать в жизни города. За $250 можно попасть на закрытую вечеринку одного из самых уважаемых братств в Новом Орлеане – Орфей. Вот Элиот. Он тут главный по параду.
Завтра мы устроим грандиозное шоу. У нас будут самые красочные платформы, самые нарядные костюмы и самые щедрые подарки. Эллиот, а зачем вы вообще проводите парады? Ради веселья и благотворительности. Это круто. А можно я к вам присоединюсь? Сколько мне это будет стоить? $985. Плюс еще официальный взнос $500, ведь ты станешь членом братства. Нехило тогда. 1500 баксов. Но для моей золотой карты это 3 копейки. Так что по рукам. Помните, я говорила, что Новый Орлеан — это город классных тусовок? Так вот, я не солгала, поэтому вперед на поиски веселья! В Новом Орлеане какая-то невероятная атмосфера веселья. То ли музыка так влияет на город, то ли алкоголь, который льется здесь рекой. Но вокруг все как братья. На каждом шагу бары, бары, бары и бары. Бесконечное количество. Куда хочешь, туда и врывайся. Хочешь — слушай джаз. Хочешь — смотри, как танцует драм-степ. А хочешь — просто танцуй под музыку джаз-бенда. Бюджетному туристу не по карману шастать по барам, но в Новом Орлеане это и не обязательно, ведь музыка звучит отовсюду, и можно плясать прямо на улице. И так до самого утра. Новый Орлеан, новая бутылка и совершенно новые, еще пахнущие заводской краской, 100 баксов. Чтобы найти клад, двигайтесь по улице Саут-Питер-стрит до перекрестка Скалиоп-стрит. Поверните на парковку под эстакадой и ищите клумбу возле опоры. Good luck в ваших поисках. Hi. I just want to ask, what is the weather outside? Is it raining or not? Why I'm asking? Because I don't have a goddamn window! I don't have it! Сволочь. Чуть не разбил за них. Доброе утро, Новый Орлеан. Так, что у нас нового? За $59 в моем хостеле не оказалось даже самого простого завтрака. Так что придется добыть его самой. I need a cake. How much this? It's $4.99. $4.99. Окей. This. Красивый. Thank you so much. У вас, наверное, возникнет вопрос, почему я на завтрак ем пирог?
Да потому что это знаменитый королевский пирог King Cake. Этот пирог такой же символ карнавала, как блины символ масленицы. И пекут его только во время Марди-Гра. И еще. Говорят, что если ты внутри находишь пупсика, то это принесет тебе удачу. Посмотрим, насколько же я лаки. Ух ты, попался! Этот пупсик на самом деле младенец Иисус. Необычно же найти в пироге младенца Иисуса, правда? Эту булку еще называют пирогом волхвов. И по традиции, если ты находишь в нем пупса, то должен накупить кучу таких пирогов и угостить друзей. Ага, сейчас. Только не с моей 20-кой в кармане. Так что буду просто есть. В принципе, напоминает простейшую, нежнейшую булочку с корицей. Только сверху добавили какое-то сливочное повидло и посыпали сахаром. Отличный праздничный завтрак, которого мне хватит на весь день, потому что он огромный. У жителей Нового Орлеана есть две страсти – вкусно поесть и громко попеть. Есть место, где научились это совмещать – госпел-бранчи. Госпел – это церковное песнопение, а бранч – это что-то вроде позднего завтрака. То есть люди здесь слушают песни и едят. Причем еда, друзья мои, очень даже ничего. Лобстеры, небольшие. Всякие закусочки, пампушечки. В общем, все, чем почуют на юге США. Итак, тарелки и бокалы наполнены, шоу может начинаться. Знакомьтесь, это и есть знаменитый черный госпел Нового Орлеана. По сути, это песня, в которой нет особого смысла. Это просто обрывки фраз из Евангелия, которые распевают как хочешь, лишь бы было красиво. Вот с первых нот хочется просто выкинуть вилку и кричать «Аллилуйя! Аллилуйя!» Это же чудеснейшее утро! Но главная фишка госпел-бранча в том, что каждый может выйти на сцену и спеть. Меня порвали вообще в тряпки. Ребята, реально, я просто замерз. Я потерял дар речи. Я думаю, что это все какие-то профессиональные певицы. Блин, но это нереально круто. Вот находиться на сцене, ты как будто вот одной ногой в рай зашел. Ой.
Ну вот, настает самая волнительная, самая ответственная часть моего уикенда в Новом Орлеане. Подготовка к параду. Друзья, все, что вы увидите сегодня, это настоящий эксклюзив «Орла и решки», потому что побывать на бэкстейдже парада, я даже уже не говорю о участии в параде, это доступно только единицам. Но мы покажем вам сегодня еще больше. Вау! 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 How many? Сколько здесь платформ? 40 штук. 40 здоровенных платформ. И каждая из них — это какое-то сказочное произведение искусства. Платформы собираются как корабль в дальнее плавание. Есть запасы еды, туалет и, конечно же, запасы сувениров и бус, которые участники будут бросать в толпу. Все это стоит дополнительных денег. Так что сумма моего участия в параде плавно растет вверх. А я продолжаю путешествовать по тусовкам Марди-Гра. В расписании карнавала сказано, что на проспекте Сент-Чарльз назревает очередная гулянка. Парад братства такс. Ну, а раз уж от парадов в Новом Орлеане никуда не денешься, то расскажу вам, как тут все устроено. Первая платформа главная. На ней обычно едет король братства. А вот, кстати, и он, с вантузом вместо скипетра. Богатые братства приглашают быть королями знаменитостей и голливудских звезд. Джей Кей Симмонса, Дэвида Копперфильда и даже Квентина Тарантино. За ним едет королева в кукольном дворце. А за ними уже следуют платформы кого угодно. Потом идут кружки школьной самодеятельности, барабанщики и черлидерши. Платформы с музыкантами. И даже клуб любителей диска. Всех этих разных людей объединяют давние традиции Марди-Гра. Раньше бедняки собирались посмотреть, как его праздновали богатые французские колонисты. Бедные кричали: «Бросьте нам что-нибудь!» И богачи бросали им стеклянные бусы. Сейчас в толпу бросают бусы из китайского пластика и сувениры. Сокровища сыплются со всех сторон, и народ старается ухватить себе всего и побольше. Еще одна традиция Марди-Гра – это маска. Раньше богачи скрывали свои лица, чтобы бедняки не знали богатого в лицо. А сейчас маска нужна, чтобы если кто-то зарядит в глаз бусами или выбьет зуб фантузом, на него не могли подать в суд. Вау! Это самая большая костюмерная, которую я когда-либо видел. Теперь понятно, на что уходит взнос за участие. Тут по 1000 костюмов, каждый из которых стоит $300. Представляете? Целая армия арлекинов.
каждому подбирают костюмчик по размеру. Но чтобы бусы в толпу было удобно бросать. Окей. Ну спасибо. Теперь я похож на самого веселого в мире палача. Боец полностью экипирован и готов к параду. Let's do it! Этот парад такой захватывающий, что у меня созрела сумасшедшая идея. А что если самой принять в нем участие? Напроситься. Ну, хотя бы вот к этим людям на странных велочудовищах. Здрасте, а можно с вами проехаться? А нет, у нас нет свободных велосипедов. А можно с вами проехаться? Вон там, у той девушки спроси. Yeah, but I don't have a lot of money. A little. Money doesn't matter, baby. That's the Mardi Gras. It's the party. All right, let's go. Really fast, fast, fast. Follow me, follow me. Не поняла. It's your lucky day today. Welcome to New Orleans, baby. No money? No money. Really? But you have to wear this on your... Оказалось, что пару человек не пришло на парад. И есть свободные велосипеды. Ребята, это какой-то потрясающий день. Это же прекрасный праздник. Вы понимаете, что мне только что предложили бесплатно поучаствовать в параде, еще и одежду дали. Вот это да! Мне достался велик в форме морского конька. The parade goes very slowly, so we'll just creep along, wave at the people, creep along. Everything should be just fine. Окей. Ну что, Настюшка Ивлеева на своем коньке-горбуньке готова ворваться в парад Марди-Гра. Both feet on. Both feet, pull it left. Turn left, turn left, turn left. Его заносит. Excuse me, sir. Я не думала, что это будет так сложно. Он просто его заносит налево. Постоянно left, left, left. Я думала, водить машину на механике – это зло. Я думала, что никогда не справлюсь с солнечной тачкой. Но, ребята, вы еще не ездили на коньковелике. Кажется, что он весит тонну, и на нем вообще нереально держать баланс. Ребята, я отстаю позиции. Друзья, мне пришлось поменяться с милой женщиной велосипедами, потому что управлять этой штукой безумно сложно. Она очень тяжелая. Пока Настя едет на каком-то недовелике, мой парад по-богатому выехал в город. Люди приветствуют платформы. Их встречает полицейский кортеж и сопровождает до французского квартала на проспект Наполеона. Ну а мой парад победному в самом разгаре. Я участвую в параде, понимаете? Я часть этого, часть праздника. С учетом того, что в кармане у меня всего 100 баксов. Это круто! Наверное, каждый хотел бы, чтобы в его городе устраивались такие праздники. И все люди улыбаются, все люди машут, и они не перестают это делать. То есть просто бесконечный позитив. Я такого еще нигде не встречала. Это просто чистый кайф.
наконец-то, самый долгожданный момент уикенда настал. Парад по-богатому объявляется открытым. Начинается! Начинается! Посмотрите, что творится впереди! Ребята, тут происходит какой-то массовый психоз. Чувствуешь себя настоящей рок-звездой. Все дерут руки! Все кричат! Ну это правда, это безумие какое-то! У Марди Гра есть еще одна традиция. Чтобы привлечь внимание и заполучить заветные бусы, девчонки показывают голую грудь. Но я пока что увидел только голое пузо мужика. Стоя здесь на платформе, я понял, за что отдал $2000. Совсем не для того, чтобы выпендриться, а чтобы увидеть вот это. Тысячи счастливых глаз и улыбок простых людей. Они заряжают счастьем на год вперед. Надеюсь, что и Настя стала частью этого праздника. Классный парад! Марди Гра в Новом Орлеане — это праздник, который, по-моему, не остановится никогда. После финального парада еще идет автопати. И снова музыка, и снова веселье. Ну что, Антоха, сколько ты потратил на участие в параде? $2000? А я ни цента. Какие еще нужны доказательства? Тут без разницы, как приезжать на Марди Гра. С безлимитной картой или со $100. Это праздник жизни для всех и каждого. Вот это да! Издеваются, сволочи. I don't have it! Новый Орлеан. Французский квартал. 12 часов ночи. Там, где только что гремел карнавал и фейерверком разлетались бусы, сейчас огромная свалка. После армии тусовщиков на улице выходит армия золушек. Она за несколько часов счищает с лица города остатки карнавала Марди Гра. Ну, и нам пора с ним прощаться. Это так странно, что еще 20 минут назад тут просто все фонтанировало весельем, а сейчас так пусто. Хэппи Марди Гра! Хэппи Марди Гра! Давай зеленый еще повешу, он красивый. Нет, стоп, не надо. Антон, почему ты выразился как Пьеро? Я? Как Пьеро? Настя. Благородная публика знает, что это не костюм Пьеро. Это, между прочим, Настя, костюм человека, который участвовал в фестивале Марди Гра и заплатил за него кучу денег, потому что я купил членство в дорогом элитном клубе,
Вот. Заплатил за Антон. место на платформе. Вот и все про деньги, понимаешь? Вот я, между прочим, тоже участвовала в фестивале, но я не заплатила ни копеечки. И вообще, фестиваль — это не про деньги, это про добро, про веселье, про красоту. Да я знаю. Да. Ну, просто хороший фон дороже денег, понимаешь, Настя? Кучу бабла же отвалил. Все, Антон, вот каши с тобой не сваришь, видно, зажрался, подожди. понимаешь? Давай скажем коронную. Друзья, мы полетели перезагружать следующий город. И Настю. Давай тебе Убери еще. от меня эти пластиковые китайские ширпотребы. Слушай, это фишка Нового Орлеана, между прочим. А город красивый.